Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. В этом видео хочу рассказать о некоторых нюансах моего пчеловодства и матководства. Значит, вот это у меня нуклеусный улей. Хотел сделать нуклеусы тут на полноразмерную рамку и попробовать, как в этом году наконец-то, как он работает. Вот, но как бы что получилось? Была тут семья, из которой я хотел разделить, сделать нуклеусы, попросили сделать еще один пчелопакет. У меня в принципе уже я не планировал больше пакеты продавать, но как бы очень просили, я поэтому сделал пчелопакет, и тут что-то осталось. Но семьи у меня относительно слабые. Почему? Потому что я рассказывал, приходилось заселять, потом еще досыпать туда пчел, ремонтировать нуклеусы, поэтому я постоянно отсюда пчел забираю. Поэтому, развитие это не для меда, они у меня идут, поэтому, но суть в чем? Хорошо, осталось у меня тут, по пару рамочек там пчелы, где-то чуть-чуть расплода какого-то осталось, вот. И, хорошо, все-таки 2 нуклеуса я сделал. И каким образом лучше их заселить? С учетом того, что под рукой нет у меня сейчас маток на выходе, вот, чтобы что-то сделать, то вот несколько дней назад я сделал прививку, там 2 улья у меня есть, 2 семьи стартера, они же воспитательницы, сейчас мы там покажем. И я вот каким образом вышел, то есть, как бы, может кому-то будет полезно. Сейчас покажу. Вот стоит глухая перегородка, пока тут 2 нуклеуса, так. И вот этот нуклеус я раньше заселил, почти неделю они уже тут стоят. То есть потянули там маточники, пришлось и ту рамку отдать. Там хорошая рамочка была с расплодом, с таким печатным. Вот. А тут то, что осталось, значит, вот это, то, что там была маточка, насеяла. Я оставил, вот они стали уже ухаживать. Яйца, появилось уже и молочко. Там, видно, как плотно обсижено, что эта рамочка, эта маточка еще успела засеять. Так, вот 3 рамки тут так. И здесь вот что получается. Значит, вот я поставил 2 маточника. Маточники стартанули пчелы там в семье стартере, что я говорил, в семье воспитательница, и вот так вот они выглядят. То есть это несколько дней назад, они почти скоро уже будут их запечатывать. Видно, там пчелка работает, еще кормит. Вот, это такая медоперговая рамочка. Но суть в чем, что почти неделю тут пчелы сидят, а маточники я дал уже где-то вчера дал. Вот, маточникам тоже тут несколько дней, как бы стартанули. То я вот о чем. Значит, оставляю здесь маточник. И вот та семейка, где была матка. Вот это остаток той семейки. Вот, и мы сейчас второй маточник. Вот сколько здесь пчелок. То есть, сами бы они, конечно, если начинать с им пробовать выводить, наверное, будет неправильно, потому что пчел все-таки тут, мало. Вот, потянули они тоже, вот, маточники, видно, да, потянули. Вот, где-то, может, там, сейчас посмотрим. По крайней мере, если даже потянули маточники, то ничего страшного. Вот сейчас мы посмотрим. Тут у них немножко расплод есть. Не вижу я так, чтобы потянули. Но дело в том, что они могут потянуть, это только вчера было. Я сейчас могу и не увидеть этого. То есть где-то чуть-чуть расширять пока ячейку. Вот. По крайней мере, они уже почувствовали сиротство, что матки нету. И, в принципе, если им сейчас в это время дать вот такой маточник, то они его должны уже воспитать. В принципе, температура сейчас более-менее нормальная на улице, поэтому... И, значит, что? Вот один из маточников мы здесь забираем. Вот, можно и вместе с пчелками, и даем сюда. Пчелы это ж одни и те же. Вот, только там я чуть раньше сделал отводок, а это уже остаток. И все. Вот они его тут довоспитают, запечатают, и тут выйдет маточка. И вот так получится у нас 2 нуклеуса.
И ну, будем ждать облета маточек. А потом можно будет либо расширять уже и пускать их зимовать, если они хорошо нарастятся до зимы. Или если нам понадобится где-то маточка, то такую процедуру мы потом проделаем еще раз. Дадим им маточники. Ну, конечно, желательно давать уже на выходе. Не такие, как я вот это дал. Это я просто рассказываю, что можно поступить и так. В такой ситуации, вот сейчас как у меня. То есть нет у меня сейчас маточников на выходе. Я поэтому даю вот такие. Хорошо утепляем. Хотя сейчас я говорю, и так тепло, но пчел там немного, чтобы они могли поддержать хорошую температуру. Я раскладываю утепление. И все. И будем ждать выхода маточек. И вот сейчас покажу свою семью-воспитательницу. Она же семья-стартер. Две здесь у меня таких я выделил. Отжалел, грубо говоря, отжалел. Вот. И тут вот они у меня принимают личинок. Семьи, естественно, без маток. Кстати, на прошлых выходных не успел, даже среди недели я приезжал, не успел запечатанные маточники взять. Несколько маточек выскочило, пришлось их искать, по одной вылавливать. Вот. Значит, ну как выглядят. Прививки несколько дней назад я тут сделал. Ну там по датам у меня записано, но не всегда принимают всех. Поэтому вот даже бывает, что приняли, а потом смотришь, где-то не принятая личинка. Ну, это я уже перекомплектовывал, там где-то пораздавал такие личинки. Поэтому, ну, вот так вот выглядит планочка. Чем мне удобно, тем, что не надо туда глубоко, как обычная прививочная рамочка, не надо туда глубоко травмировать пчел. Сверху открыл и как бы все видно. Если по количеству больше надо, вот, к примеру, я ставлю две таких прививочных планочки. Вот вторая рядом стоит. Семья хорошая. Я сюда молодых пчелок постоянно даю. Ну и вот что. Здесь я позабирал. Некоторые приняли, не приняли. Теперь сделаем сюда допрививку. Вот здесь те, которые не принятые, я сразу ставлю сюда в рамочку и сейчас сделаем допрививку. Ну вот я набрал ряд мисочек. Ну поскольку тут две уже личинки, я пока поставлю, пока там будут приготовления, пока поставлю, ну пару минут, пусть пчелки еще их там покормят. Ну, пока мы там приготовим. Вот, пока вот таким вот образом. Показываем. Смотрим. Следующую нашу. Такая же семья. Воспитательница. Она же семья-стартер. Вот вторая. И тут тоже две прививочных планочки стоит. Ну, эти я делал прививку. Потом перекомплектовывал. Сделал до прививку. Ну, это несколько манипуляций. Вот это пораньше делал. Прививку и сюда скомплектовал. Вот это пораньше. Поэтому уже такие хорошие. Ну, хорошо, видно, хорошо оттягивают. Молочка туда набросали. Хорошо семья работает на воспитание маточных личинок. Так, и вторую планочку смотрим. Вот, и вторая. Ну, тут я же говорю, не принятые, я комплектую потом отдельно. И отдельно делаю допрививку. Так, хорошо. Ну, не факт, что все они. Вот бывает, что кормят, а потом через некоторое время открываешь, смотришь, все, уже перестали кормить. Так. Ну и, значит, прививку будем делать вот с этой семьи. Тут у меня маточка Склинар. Вот за что нравится, очень-очень спокойная, очень спокойная. Маточка искусственного семенения, ну это красота. Если там где-то хоть как-то еще ну, реагирует на тебя, то эти вообще ноль. Ну вот наша задача сейчас будет выбрать, ну я им тут подставляю на оттяжку, более-менее. Стараюсь сильно не расширять, как бы не разгонять матку, но тем не менее и не сдерживать, чтобы не было там у них тесноты.
Опять же, чтобы у них там разных мыслей не появилось. Вот. Такое. Сейчас попробуем найти. Ну и вот в таких содержание таких маток племенных, чем еще чревато, надо постоянно смотреть, чтобы не сменили. Потому что ну, не уследишь, где-то маточник тихой смены заложили. Ну, вот такой расплод выходящий там. Вот маточник тихой смены. Ну не знаю, они мисочки постоянно тянут, но та мисочка может очень быстро превратиться в маточник тихой смены. Так, наша задача сейчас найти рамочку для того, чтобы там были личинки такие однодневные, 12-часовые. Так, и с них будем делать прививку. Вот я просто о чем, насколько спокойные пчелы. И с ними вот хорошо, не надо тогда бегать, струшивать их, куда-то нести отдельно прямо здесь. И можно делать прививку, допрививку. Намного ускоряется процесс. Это поставил им на оттяжку. Вчера поставил. Вот. Сейчас идет принос нектара. У меня фацелия зацвела, цветет акация. Поэтому ну, немножко, чтобы их загрузить работой. Еще раз говорю, чтобы у них там мыслей не было там левых. Так. Смотрим здесь. Ну, нету такого, чтобы много было. Там где-то если есть, может вот здесь. Вот здесь я, скорее всего, найду для себя. Так, ну, посмотрим матки, чтобы не было. Потому что матка нежелательно, чтобы мы ее потом не придавили, что-то. Ну, вроде я ее не вижу. Она мечена, ее сразу видно. Вот, поэтому вот так вот я сейчас отставляю рамочку. Сейчас возьму немножко дыма, потому что пчелы мне немного будут мешать. И дымом здесь их сгоню. И здесь несколько личинок я выберу. Вот здесь у меня сейчас этот улей. Кстати, этноулей покупал. Использую его в данный момент. По планам я сюда заказал еще 3 племенных маточки. 3 улья держу пустые. Поскольку он пустой, то очень хорошо мне для различных моих таких приспособлений пасечных, чтобы не бегать где-то брать. Очень хорошо вот так вот мне пригодилось. Сейчас мы поджигаем чуть-чуть дым, чтобы их там разогнать. Не то, что они там злые пчелы, а просто их, чтобы немножечко с рамки убрать. Потому что ну, другого выхода нету. Ну, по-другому хуже их сгонять. Так, немножко, чуть-чуть буквально я там ну, беру. Тут же у меня шпателек прививочный, я уже показывал его. Так, ну и единственное, надо очки сменить. Для прививки я применяю более мощные, вот такие. Кстати, постоянно там задают вопрос, что за очки. Бинокуляр, лупа налобная, там по-разному они называются, китайское производство, ну китайское как бы и качество и все, но чем хорошо, тем, что есть сменные линзы, там по-моему 5 штук их, и вот садиться зрение можно постоянно, ну чуть мощнее ставить. Кроме того, тут 2 места для установки этих линз. 2 места. Если совсем слабое зрение, можно 2 сразу поставить. Ну, это если уже совсем упало зрение. Поэтому, ну, вот, не знаю, рекомендовать, не рекомендовать. Ну, по крайней мере, ну, как бы у меня получается. Потому что общий фон, если надо посмотреть, вот хватает очков таких. А для того, чтобы увидеть там ячейку, увидеть там яйцо и так далее, вот я одеваю обычно вот такие. Для прививки и так далее. Вот сейчас пчелки здесь есть. Значит, вот как их руками разгонять, то вот я дымом немножко их вот так сгоняю, и там что-то потом есть. Потому что если я буду брать, пчелка подходит, иногда забирает у меня эту личинку, не дает. Так, и теперь беру нашу планочку. Вот взял нашу планочку, тут 2 они приняли, 2, и думал, что 3, оказывается не так просто. Вот если присмотрелся, молочко уже там повысыхало, сейчас я его
заберу оттуда. Сухое молочко не приняли. А 2, да, 2 приняли. Ну и все, и набираем. Опять надо разогнать. Вот чем мне нравится Скленар маточка. Ну вот насколько спокойные пчелы дают работать. Так, все, смотрим. Ну вот это единственное, что разные по возрасту и найти такую, которая более-менее удовлетворяет требования. Они уже тут Вчера немножко делал допрививку, еще более-менее были, сегодня уже чуть постарше вижу. Более мал... Или яйца, или уже чуть постарше. Вот, кстати, пока искал, нашел и маточку. Вот она, маточка Скленар. Искал, не могу подобрать более-менее нормальных личинок. Чуть-чуть по возрасту разные. Там уже либо яйца забрасывают, мгновенно забрасывают нектаром. Сейчас пошла акация цвести, и они не успевают маточка зачервить, засеять, как они сразу там нектаром забрасывают. И она там немножко яйца, там немножко яйцо. Ну такое получается, поэтому выбрать сложнее. Ну, маточка племенная. Вот, набрал личинок. Теперь рамочку на место. Ну, позже я ее установлю. Быстрее надо поставить личинки на место теперь. Все, вот ставим им. Ну, опять же, какое-то количество примут, какое-то нет, но общее количество, в принципе, должно хватить то, что мне надо для моей пасеки, для нуклеусов. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.